Всем привет! Хочу представить свой проект. Он называется робот-манипулятор. Данная модель состоит из нескольких подсистем. Эти подсистемы представляют собой отдельные звенья манипулятора. Они соединены между собой подвижными соединениями. Внутри каждой подсистемы находятся такие блоки. Блок body– это жесткое тело. В параметрах этого блока подключен STL-файл. Это 3D-модель, необходимая для визуализации тела. Также подсистема содержит блок вращательного соединения и блок актуатор, который приводит в движение вращательное соединение. Угол поворота задается входом подсистемы. Входы для каждой подсистемы заданы глобальными переменными. Эти переменные содержат задания на вращение для каждого из звеньев. Блок MATLAB функция выполняет расчеты кинематики для робота-манипулятора. Эта функция принимает на вход два параметра – координаты по оси x и координаты по оси y. На выходе функция возвращает задание рассчитанных углов поворота для каждого из звеньев манипулятора. Входные параметры задаются блоками slider_gain, а выходные данные передаются в другие блоки MATLAB function, которые выполняют плавное изменение значений заданий на вращение и запись этих заданий в глобальные переменные. Теперь покажу, как это все работает. Запускаем модель. Открывается дополнительное окно с визуализацией перемещений. При изменении заданных координат, которые задаются блоками slider_gain, можно наблюдать за перемещениями манипулятора. Верхний слайдер задает координаты по оси x, а нижний по оси y. Сейчас я изменяю координату по оси x. Теперь координату по оси y. Кроме визуализации перемещений в библиотеке SimMechanics, можно наблюдать перемещение реального устройства. Подсистема 1 передает координаты по оси x и y на реальный робот-манипулятор через последовательный порт. В правом углу показана съемка с веб-камеры в реальном времени. При изменении данных координат перемещается не только модель, но и реальное устройство. Кроме локального управления из модели, реализовано управление со смартфона с помощью библиотеки Android Support for Simulink. В данной программе добавлены два слайдера, по одному для каждой из осей, а также две оси акселерометра. Данные из них передаются на компьютер по сети и обрабатываются уже в основной модели. Сейчас загрузим приложение и посмотрим. На экране смартфона видно, как запустилось приложение. Для переключения источника задания положения необходимо изменить состояние переключателя в модели. Теперь положение манипулятора меняется при перемещении слайдера на экране телефона. Изменяю задание по осям X и Y. Соответственно, X верхний слайдер и Y это нижний слайдер. Также в модели реализовано управление манипулятором путем наклонов смартфона. Данные с акселерометра передаются по сети в подсистему. В этой подсистеме данные фильтруются и интегрируются. Наклоны телефона вперед или назад изменяют задание манипулятора по оси X, а наклоны телефона влево и вправо изменяют положение манипулятора по оси Y. Это можно наблюдать в окне визуализации или в окне просмотра веб-камеры.
Это был мой проект для конкурса. Всем спасибо.